Привет, народ! Ко мне приехал очередной гайковерт на обзор. Гайковерт от бренда Annevan. Кто-то из вас скажет, правильно будет OneVan, наверное. Но, друзья, может быть оно и OneVan. Для меня это будет Annevan. Вы уж простите за мой английский, мне так проще. Так я привык, ну и так проще, соответственно, говорить. Итак, приехал в такой вот коробке и, соответственно, в такой вот, друзья, комплектации. Значит, нас встречает вот такая вот инструкция в виде брошюрки. Открываем, смотрим и видим, что здесь английский, немецкий, русский, французский языки. То есть на 4 языках. Есть даже на русском языке здесь предупреждайки какие-то. То есть неисправности и как бы методы их устранения. Но не всегда, конечно же, друзья, это помогает. Вы это понимаете прекрасно и сами. В комплекте есть скоба. Ну, для подвеса куда-то на пояс. Хотя, друзья, такую, извините за выражение, дуру на поясе особо не поносишь. Очень такая тяжеловатая вещица. Имеется аккумулятора 2. По 4 ампер-часа заявления. Здесь, друзья, нигде ничего не указано, сколько ампераж данного аккумулятора. Аккумуляторы под посадку типа Makita с возможностью зарядки штырьковой зарядкой. Значит, аккумулятор 1 и аккумулятор 2, который я уже предварительно разобрал, дабы показать вам. Вы же не отстанете, правильно? Ни за что! Зарядочка вот такая простенькая, легкая, комплектная, как всегда. Зарядка штырькового типа с евровилочкой. И что мы здесь видим? Выход 21 вольт, 1,2 ампера постоянного тока. Вот такая зарядочка. Хотя ложемент, видите, у нас вырезан под зарядку салазкового типа и имеется еще место под головку, но головки в комплектации заявлено не было. Ну и вот наш малыш в кавычках гайковертик Annevan. Друзья, гайковерт заявлен на 2800 ньютон. Меня опять терзают смутные сомнения. Все мы прекрасно с вами понимаем, что это просто нереально даже для таких габаритов и для квадрата 1/2 дюйма. Поэтому при тестировании, если этот гайковертик возьмет там 1000 и свыше немножко ньютон, то мое мнение, что этот гайковертик вполне себе имеет право на существование. Так как 2800 ньютон, я думаю, конечно же, ни в таком корпусе, ни с таким квадратом гайковерт не возьмет. Вот, сугубо мое мнение. Ну, будем тестировать, посмотрим. Итак, по сборке. По сборке вообще претензий никаких нет. Все собрано, в принципе, четко, идеально. Опять же, как я говорю, шов виден, но особо не ощущается. То есть, вот если пальчиком провести, да, шов есть. Взял в руку, ничего не чувствуется. Все, что черное, прорезиненное, в руке лежит просто, друзья, обалденно. Из замечаний, что, и вернее из наблюдений, смотрите, на квадрате нет абсолютно отверстия. Кому-то это будет, может быть, минусом, хотя таких людей особо не знаю. Для меня это минусом лично вообще не является, так как я ни разу в жизни не пользовался фиксацией головки. Почему? Потому что я кручу, допустим, вот головкой на 18, через минуту мне надо головка на 13, через 2 минуты головка на 21. И вы сами понимаете, если я буду все время запрягать и распрягать, грубо говоря, да, сколько времени я на этом потеряю. Да, там, если откручивать, закручивать колеса, ну, бывает. Там раз-два, головка упадет, ну и что там, поднял, одел на место, да и как бы все. Поэтому давайте одеваем, или подключаем, вот верно сказать, аккумулятор. Аккумуляторы приехали с полной шкалой, но не с полным зарядом. Поэтому, друзья, всегда стараюсь говорить, что получили гайковерт, не спешите бежать куда-то там его тестировать. Поставили аккумулятор, дозарядили до конца, вот тогда, пожалуйста, вперед тестировать и там писать какие-то свои отзывы. А то получат из коробки гайковерт и побежали на свои колеса. Колеса не откручивает, а хозяин-то и сам не знает, с каким усилием и с каким моментом зажаты те колеса. Может быть, там ломом их только откручивать, вот как в одном из моих видео. И все. А он пишет отзыв, гайковерт Г ничего не берет. Позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости. Так, друзья, не пойдет. Заряжаем, тестируем. При этом, когда тестируем, мы должны понимать с вами, с каким моментом хотя бы плюс-минус зажато то, либо иное
то, что мы тестируем. Так, погнали дальше. Про это рассказал. Значит, опять же, все, что черное, прорезинено. В руке лежит просто шикарно, аккуратно. Вес хороший имеет. На колоколе одета вот такая вот защитная резинка. Но вот из моей практики ни в одном гайковерте вот как бы эти места особо не страдают. Гайковерт, да, падает, но упадет он на эти вот пластиковые, скорее всего, выступы, так как они более, так сказать, торчат. Ну да, где-то там, если берешь его, там черканешь, то, возможно, все это дело и защитит. Резинка очень легко снимается и одевается. Вот я снимать ее не буду. Она держится здесь вот как такой сальничек. То есть все как бы просто. Так, что мы здесь имеем? Давайте включаем. Эта шкала у нас показывает заряд аккумулятора, как всегда. Ну и лампочки показать вам с переключение скоростей. Так, давайте еще раз я активирую. Мне самому плохо видно, не вижу какая скорость. Видимо, третья. Короче, слева направо первая, вторая, третья скорость. Теперь первая скорость. Каждая скорость может еще регулироваться нажатием курка. Так, вторая скорость. И третья скорость. Прямо сейчас с вами займемся, соответственно, измерением скоростей. Ну, а также, конечно же, присутствует у нас обратная скорость на откручивание, реверс и реверс с автостопом. На автостопе горит у нас индикатор 2. Вот так это все дело работает. Ну, а теперь берем лазерный тахометр, включаем первую скорость, первую, включаем тахометр и смотрим обороты. 1300, будем говорить, 80 оборотов у нас на первой скорости. Вторая скорость. Ну, вторая 1600, будем говорить, 20. Итак, третья максимальная скорость. Поехали смотреть. Ну, 1930. Сразу же переключаем на реверс. Вырубаем автостоп. И измеряем скорость на реверсе. Ну, грубо говоря, 20 оборотов. А на закручивании почему-то 1900. 1920. То есть разница у нас в 100 оборотов. Первый раз не попадаются такие гайковерты, где в обратном направлении скорость выше. Соответственно, и момент, наверное, момент, предполагается, будет выше. Вот как-то так. Теперь мы сделаем с вами что? Контрольное взвешивание. Давайте мы взвесим полностью вот как бы в рабочем состоянии и даже с головкой. Головка на 18. Хром-молибден. Устанавливаем и получаем 3 килограмма 137 грамм. То есть опять же штуковина увесистая. А если сюда аккумулятор какой-нибудь подключить, там не знаю, на 9 ампер еще побольше, то мы получим уже 3,5 где-то килограмма. То есть отлично все это дело весит. Ну и теперь будем взвешивать, конечно же, все по отдельности. А это у нас сам гайковерт, пустышка без аккумулятора, 2,352. И теперь взвесим аккумулятор. 565 грамм. Вот, друзья, на этом все. Теперь приступаем к рассматриванию аккумулятора. Вскрываем. Имеется вот такой вот пластик. Пластик, в принципе, стандартный, как всегда и как везде. И вот такая вот, я бы сказал, довольно неплохая плата. То есть, что у нас имеется? 4 ключа MOSFET, да. Имеется 3 шунта. 2 шунта по 0,4, 1 0,3 по 4 миллиома и 1 3 миллиома. Ну и вот такая вот, в принципе, классная сборочка. Единственный минус, что все это дело, конечно же, не пролито, не залито лаком. А так, просто, я бы сказал, прекрасно. Вынимаем из корпуса. Ну, корпус, я думаю, показывать вам уже смысла нет. Покажу. Вот такая вот сварочка.
Ну, я бы сказал, довольно неплохая сварка. Опять же, минус: нет картонных изоляторов, колечек. Но, опять же, присутствуют вот эти родные колечки пластиковые от баночек. Ну и вторая сторона, в принципе, точно такая же. Вот, значит, друзья, начал я колупать, как говорится, этот аккумулятор, рассматривать. И тут бац, смотрю, ну нет датчика температуры. Я и так и сяк. Ну, короче, я таки как-то увернулся. И все-таки его увидел. Датчик температуры в данном аккумуляторе находится в виде капли с двумя ножками. Просто капелька. Но в этом аккумуляторе капелька даже не касается самих баночек. Значит, так. И припаян он у нас. Вот. Так, нечем показать, чтобы не коротнуть. Ну да ладно. Вот в этом месте. Одна ножка даже немножко плохо запаяна. Но контакт, в принципе, я посмотрел, есть хороший. Так как здесь все загильзовано. Вот, теперь измерим внутреннее сопротивление. Измеряем сопротивление, значится, на силовых вот пропайках этих, да. И смотрим. 53 миллиома. 20-24 вольта. Ну и погнали измерять вот на самих силовых контактах. На силовых уже 58 миллиом. 20-24 вольта. И погнали мерить параллели. 9-15 миллиом. 4,04 вольта. Следующая параллель. 9-15 миллиом. 4,04 вольта. Третья параллель. 8,85 миллиом. 4,04 вольта. Четвертая параллель. 8,7 миллиом. 4,04 вольта. И крайняя пятая параллель 8,8 миллиом 4,04 вольта. И это нам говорит о том, что баночки сбалансированы просто обалденно. Чуть ли не до тысячных, да? Вот это хороший плюс. Не показал я номинал аккумуляторов. Подписано как 2000 мАч. 7,4 ватта. Ну и вот такая вот маркировочка, которую, к сожалению, целиком и полностью я увидеть не могу. Ну и что мы делаем, какое заключение? Если у нас, грубо говоря, 9 миллиом, один элемент, и давайте мы, знаете, что промеряем? Допустим, сопротивление вот этой вот ламельки. Посмотрим, какое же у нас сопротивление одной ламельки. А сопротивление у нас почти 3 миллиома. Вот. Ну и делаю вывод, что один элемент, если у нас по 9, то 18. Если мы отнимем хотя бы эти 3 миллиома, то мы получим примерно 15 миллиом на ячейку. Что, в принципе, отлично. Вот. Ну и теперь, конечно, самые внимательные зрители скажут: давай тест емкости. Тест емкости, друзья, я сделал. Смотрим прямо сейчас. Итак, установил я свою, как говорится, систему, подключил аккумулятор. На борту мы имеем 20,7 вольта, как вы видите. Вот, поскольку я не знаю даташита, друзья, поэтому будем разряжать как бы стандартным током, которым всегда и практически все аккумуляторы проверяются, а это 0,2C. Ну и что составляет 0,4 ампера на элемент, то есть 0,8 ампера нам надо выставить ток. Я же выставил 1 ампер. Разряжать будем до напряжения 12,5 вольт. К сожалению, я не знаю, возможно, данная плата отключит разряд немножко раньше. Но в любом случае, давайте с вами, как говорится, смотреть. Ну и обращаем внимание, опять же, что 20,7 вольта у нас немножко зарядная наша не дозаряжает до конца, то бишь до 21 вольта. Это мы будем как-то тоже немножко учитывать. Все, поехали, погнали. Разряд пошел, ждем результат. Ну что ж, народ, вот такой вот результат мы с вами получили. Значит, 3136 мАч. Разряд длился 3 часа 8 минут. Ну и с учетом всех тех факторов, что у нас, допустим, в аккумуляторе не было ровно 21 вольта, там 20,7, по-моему, так было, да. Плюс неизвестно, когда плата защиты у нас, соответственно, отключила разряд. И, ну, получим, наверное, в районе 3300 максимум, я так думаю. Вот, то есть о 4000 заявленных мАч, ну, речи как бы быть не может. Так, друзья, посмотрели вы тест емкости данного аккумулятора. И теперь что? Будем заниматься его разборкой. И посмотрим, что да как у него внутри.
Все раскрутил, разобрал, переворачиваем. Первым делом пробуем снять колокол. Колокол снять. Получается, отлично. А вот так это все дело выглядит у нас внутри. Смазки, как видно, валом, просто валом. Аж на подшипнике, вот смотрите, какое количество. Так, приводная, вот это приводной вал у нас на 6 зубчиков. Хорошо. Сразу, не отходя от кассы, всем любителям вот этой вот байды, да, веса. Смотрим, сколько это весит. А это весит кило, грубо говоря, 300. Довольно неплохо. Разбираем вот эту штуковину дальше. Ну, настолько все плотно и туго. Ну, просто трындец. Опа! И это, конечно же, классно. Вот так выглядит у нас сам молот. Там внутри наковальня. Смазки, друзья, в принципе, как бы хватает. Вот во многих гайковертах даже здесь смазка есть, которая абсолютно, друзья, здесь не нужна сбоку молота. Это только будет тормозом. Поэтому я даже не рекомендую здесь это все дело мазать. Вот помазано, грубо говоря, правильно. Грубо говоря, правильно. Так, ну давайте будем что-то где-то как-то взвешивать. Это в сторонку. Давайте сразу наковальню. Так, здесь смотрим. У нас там осталась приклеена шайба. Фрезеровочка просто песня. Никаких огрехов нигде нету. Внутри втулка. Во втулке есть, по-моему, друзья, резинка. Опять же, палец не лезет. Ну, что-то похожее на резинку там вроде бы как стоит. Даже две, наверное. Или там канавка и резинка. Ну, друзья, извините, я уже не так хорошо вижу. Даже, наверное, в очках я там нифига не увижу. Ну, попробую. Нет, резинки там нету, а есть две канавки. Две, друзья, канавки. Вот, резиночки там никакой нету. Итак, взвешиваем. Ну, вот шайбочка, видите, съехала. Взвешиваем, наверное, мы это дело, все, корпус колокола с шайбой. 279 грамм. В сторонку. Взвешиваем наковальню. Кому интересно, 94 грамма всего. Обычно, по-моему, около 100 грамм все это дело у нас весило. И теперь давайте сразу по размерам. По размерам. Квадрат, понятно, 1/2. Поэтому давайте... Так, стоп, 0. 0. Давайте-ка мы с вами диаметр 17,96. Размерчик вот этот возьмем 45, ну 45, 16, 45, 30, 20, 45, 20 ближе, да. Потом вот этот размерчик возьмем 20, 63 и внутряночка вроде на глаз десяточка. 9, 48 даже не 10. А нет, вот 10,08. Все правильно. И общая длина 50-68. Надеюсь, видно. Надеюсь, как-то информация вам будет полезна. Так, отправляем все это восвояси домой. Есть такое дело. Ну, а сами будем разбирать вот эту вот штуковину. Оп. Ну, вот такой вот редуктор. В принципе, как стандарт, да, во всех гайковертах такого типа. Шестереночка солнечная здесь стоит. Редуктор стоит у нас, вот видите, 3 на 3 шестеренки, пружина, шарики, заролики и так далее и тому подобное. Так, будем все это тоже взвешивать. Так, это у нас чистая вещь. Поэтому вот эта часть корпуса 177 грамм. И вот эта часть корпуса мы сделаем следующий маневр. 748 грамм. Все, с этим, я думаю, друзья, проехали, с этим все ясно. Все, что можно было, взвесил, все, что можно было измерить, как бы измерил. Давайте померяем мы с вами еще, вот здесь должна быть десяточка.
Ну, здесь на минусе 10 все верно. 9,98. Диаметр молота 58,85, ну то бишь 60 миллиметров. Грубо. 59, да. Поэтому, как я говорю, это все как бы стандартное. Все развесовки, там, если вы хотите сравнить там с другими гайковертами, смотрите мои предыдущие обзоры там, на другие модели гайковертов и как-то что-то где-то сравнивайте. В большинстве обзоров по просьбам трудящихся я все эти измерения как бы делал. Так, ну а нам остается, ну давайте еще пустой корпус свесим там с двигателем, да и с контроллером. 984 грамма. Все, теперь разбираем, смотрим, что да как там устроено. Ну, как всегда, наверное, обыкновенный движок. Конечно же, бесщеточный. Сколько там? 48, 50, 52 миллиметра, да? Диаметром. Ты смотри. Крутил, и, как всегда, не докрутил. Так, контроллер выполз у нас сюда. Ну, вот как-то так. Пластик обалденный, друзья, классный. Очень большое количество разного рода ребер жесткости. Поэтому пластик тут, как бы, я бы сказал, неубиваемый. Вот в этом районе рукоятки особо, конечно, ребер нет. В виде сот такой подъем на миллиметра, наверное, 2-1,5. Что должно, в принципе, тоже быть каким-то усилителем. Ну, а при падении в основном инструмент ломается где-то здесь. Это я не по себе сужу, а вот сужу по тем обзорам, которые я успеваю как-то посмотреть. Ну и что у нас здесь? Опять же, площадка, контактный башмак а-ля Makita. Пайка такая довольно неплохая, друзья. Так, контроллер. Опять у нас припойчик какой-то мутноватый, но припаяно, в принципе, хорошо. Что по контроллеру? По контроллеру я тут никаких маркировок, в принципе, и как бы и не вижу. Да, маркировок абсолютно 0. Никаких маркировок нет. Два кондера по 500 микрофарад, по 470. Ну и, в принципе, все. Кнопочка стандартная. С управлением скоростями и переключением реверса. Ну, светодиодик. Все по стандарту. Итак, давайте движок мы с вами этот вытянем. Вытянем. Да, я уже уплюхался в эту смазку. Вытянем ротор. Опача! Ротор, обратите внимание, уже, по-моему, не 2 сантиметра, а удлиненный получается. То есть мощности здесь должно быть больше. Ну, давайте по порядочку. Подшипник 1598 16 миллиметров. Этот подшипничек 22 миллиметра. Так, сам ротор 26, сколько там миллиметров, да? Да, 25,77 по стандарту. И в основном у нас были они 2 сантиметра длиной. Здесь же у нас по металлу 3 сантиметра. На целый сантиметр это у нас уже увеличено. Поэтому мощности должно быть неплохо добавлено. Ну и общая длина, кому интересно, 94,35. С этим понятно. Диаметр движка 52,59, 52 миллиметра диаметр. Внутренний диаметр, смотрим, 26,91, 27 миллиметров. И диаметр провода, друзья, наверное, тут больше, чем миллиметр. Ну, давайте. Так, нули. Где же нам тут померить четко? Вот, наверное, здесь. Фиг его знает. Взял 1,1 миллиметр. Короче, одеваю очечи и буду прицеливаться точнее, чтобы вас не обмануть и себя. О, вот тут четко вообще. 1,1 миллиметр получается. В этом месте вот отдельно стоящий провод, и я его, видите, четко измерил. Давайте еще одно измерение сделаем. Тут показывает 1,2, где-то нет. Вот, 1,1 миллиметр. То есть на 0,1 миллиметр провод у нас толще, нежели везде в остальных гайковертах, которые у меня были. Но это я так, в принципе, помню. Так, длина движка, в принципе, можем судить уже по ротору.
Здесь тоже 30 миллиметров. Ну и как бы, наверное, все. По пластику, кому интересно, 47-45. Как бы, друзья, и все. Да, давайте не все. Давайте-ка мы знаете, что сделаем. Так, показания будут видны. И мы с вами взвесим ротор. 187 грамм. Вот теперь все. Ну что, теперь собираю. Ну и пойдем посмотрим, что он может, этот малыш. Ну что, народ, продолжаем эксперименты. У нас Аневан. Значит, вот эти шпильки что-то не внушали мне доверия и гаечки новые. Поэтому прикупил я болт на 24 с гайкой под 36. Вот. И крепость 12,9 твердость. Значит, давайте так. Ну, 2800 понятно, что здесь нету, да? Давайте мы сделаем 1100 ньютон. Вот, на динамо ключе я накрутил 1100 ньютон. Думаю, видно. 1100 ньютон. И попробуем забомбить этот винтик, гаечку, болтик на 1100 ньютон. Посмотрим, что да как у нас получится. Ну, если получится, то, соответственно, попробуем и больше. Все, ставлю камеру на штатив и поехали. Вот рычаг данного ключа 1,8 метра. Ключ весит 12,5 килограмм. Плюс переходник, плюс головка. Вот эти вот. Потому что нет у меня головки на 1 дюйм с квадратом на 36. Ну, то есть 13 килограмм вес ключа. Поехали пробовать. Есть. Надеюсь, все слышали, друзья. Щелчок был 1100 ньютон. Гайка 20, то есть болт опять же 24 миллиметра под головку на 36. Давайте поставлю камеру ближе. Извиняюсь за летающую камеру. Но видите, в нашем с вами деле по-другому никак. Опять же, не хочу этих вырезок, зарезок, монтажей, перемонтажей. Так, для этого была приобретена новенькая головка на 36. Вот такая вот вещица. Все это дело устанавливаем. Так, ну что, друзья, и посмотрим, какие токи. Я, к сожалению, уже слеповат, староват. А вам, возможно, я покажу. Но немножко не будет видно работу гайковерта. К сожалению. Но просят люди, показывай нам токи. А я, видите, третьей руки не имею. Блин. И вот как это все дело сообразить, просто не представляю. Так, буду показывать вам как-то вот так. И сам крутить, наверное, левой рукой как-то так. Так, у нас на откручивание. Так, ну буду в уме, наверное, примерно считать 10 секунд. Все, поехали. Есть. Ты смотри, в 10 секунд, я думаю, он даже не вписался. Друзья, больше токи не будем смотреть. Я думаю, вам хоть как-то было видно. Извините, опять же, третьей руки не имею. Вот. А мы с вами продолжим и сделаем 1200 ньютон, но уже не будем использовать этот приборчик. Мы с вами все посмотрели, наверное, что нам важно. А будем использовать сугубо чисто аккумулятор. Так, накручу 1200. Так, 1200 у нас на второй стороне. Сейчас я накручу и вам покажу. Да, вроде бы так. Так,
друзья, смотрите, очень, конечно, плохо показать, но покручу, чтобы вы увидели, что здесь 1200. Все, зажимаем 1200. Оп. И оп. Оба! Надеюсь, все слышали, все поверили. А то пишут, то не верим циферкам, то давай циферки, то, блин, давай такой ключ. Короче, я не знаю, как что давать вам. Ой, извиняюсь. Так, все видно, отлично. Так, ну что, погнали, примеряем вот так. Я, наверное, мелком черкану, чтобы вам как-то было можно все это дело видеть. Вам один черт не видно, да? Во, как-то так. Погнали. Ты смотри, налегке, блин. Аппарат. Короче, давайте так. Делаю, знаете что? 1400. И на этом остановимся. Потому что, друзья, знаете почему? Потому что если взять мой вес в среднем 85 килограмм, вот, и, допустим, я повисну на этом... Давайте так покажу, а то не видно. Если взять мой вес, я не особо худенький, примерно 85 килограмм, и я повисну на этом вот рычаге, то я всего лишь выжму 1000, по-моему, 530 ньютон. Вот такие дела. А этот ключ 1800 ньютон, поэтому я не знаю, какому человеку этим ключом надо давить, чтобы выжать 1000, так сказать, 800 ньютон. Ладно, продолжаем. Ставлю 1400 ньютон. Так, 1300 с этой стороны, 1400 здесь. И, наверное, мы с вами на этом закруглимся. Так, все. Как я говорю, рубль 40. Опа! Так, как же вам показать, чтобы вы поверили и не писали, что я тут вас обманываю. Так, покручу медленно. Так, надеюсь, друзья, все вы это успели заметить. Так, ну а мы продолжаем. Как-то так. Так, гаечка на месте и погнали. Да, не хухры-мухры. Но шпилька держится уверенно, друзья. Этот болтик я купил на Валбересе за $10. Опа. Нифига себе! Я не знаю, друзья, выжму ли я 1400. Что-то я уже начинаю на этом рычаге виснуть. Поехали. Есть! Ура! На этом остановимся, потому что, опять же, друзья, как я и говорю, я просто не в состоянии выжать столько, такой большой вес. Так, как же тут поставить? Ну вот как-то так. Ну что, делайте ставки. Делайте, господа, ставки. 1400 ньютон. Фу. Так, видно вам, не видно? Видно. Все, отлично. Погнали. Обалдеть. Я не верю своим глазам. 1400 ньютон. Ладно, все, друзья. 1500, чтобы мне на нем не повиснуть. И на этом все. И на этом закруглимся. Класс, просто класс. Так, отставлю камеру пока. Чтобы вы все видели. Так, 1500. Нам одно кольцо надо сделать. Каждое деление по 10, по 100 ньютон, по-моему, получается. Да, 1500 здесь и 0 у нас здесь. Блокировочка. Опа! Так, народ, давайте опять показываю. Так, как же тут, чтобы было видно? Вот как-то так. Еще раз крутану. Короче, 1500 ньютон. Так, отставлю еще штатив.
Чтобы вы видели, повисну я на этом рычаге, либо не повисну. Так. Я, знаете, что боюсь? Самое большее это то, что может лопнуть мой переходник с дюйма на 3/4. Вот это я самое больше печалюсь. Да ё-моё! Еще проблема, чтобы не получить по голове. Видите, что делается? Видите? Давай, давай, давай. 1500 нету, и я висну. Короче, народ, что-то приблизительно 1500 ньютон. Вы сами все видите. 85 килограмм кабанчик висит на рычаге. Фу. Я хотел, но не получилось. Смотрим. Видите, без зарезок, без вырезок, без всяких. Все для вас, друзья. Но опять же, найдутся те, кто все равно что-то напишет, что-то ты делал не так, что-то я не верю, что-то не поверю. Простой агрегат. Фу. Так, поехали. Поехали. Так, на отворот, поехали. Пипец. Ну и как тут не поверить в заявление китайцев? Фу, народ, ну что, делаем выводы. Вы сами видели все. Я в шоке, он походу в шоке, ключ тоже походу в шоке. Видели сами, как я висел на ключе. Я примерно 87 килограмм, ну плюс-минус там 85, 86, 87, когда хорошо поем, может быть и 88. Но речь у нас сегодня не о том, а вот об этой чудо-машинке. На родных аккумуляторах, вы сами видели, какие это аккумуляторы. На всем родном, пожалуйста, вам результат. Тем более, все было у вас на глазах. Поэтому, наверное, друзья, комментировать я тут даже особо ничего не буду. Машинка стоящая, но, друзья, опять напоминаю, что данная машинка очень тяжелая. При обслуживании легкового автомобиля, опять же, наверное, я вам такие тяжелые вещи даже и не порекомендую. Но с другой стороны, как опять и говорю, у меня вон целый стенд, в хозяйстве уже аж 5 гайковертов. Этот, наверное, 6-й, не знаю, оставлю, не оставлю себе. Но вещь, блин, достойная. Вот, должно быть от малого как бы до великого. Потому что где-то, если место не особо доступное, суппорта, там тормоза передние, там особо много места нету. Поэтому я кручу маленьким. Вот этого вот я туда никак не всуну. Да и им там, в принципе, делать, вернее, ему делать нечего. А что-то такое большое, ступичные гайки, пожалуйста, там, не знаю, внедорожники, минивены, бусы, этот гайковерт будет крутить на ура. Поэтому можно брать, машинка отличная. Всем спасибо, всем респект и всем, друзья, пока. Ссылка, как всегда, в описании к видео. Чао. Желаю, чтобы все.